С вами снова Андрей Маркин. Сегодня мы начинаем разговор не просто о деньгах, мошенниках и аферистах. Мы поговорим о мировых звездах, самых известных и талантливых строителей финансовых пирамид. Мы разберем формулу, по которой людей втягивают в финансовые пирамиды, даже умных и образованных. Узнаем, почему финансовые пирамиды не исчезают даже после сотен разоблачений и катастроф. Что такое формула Понци и почему она работает до сих пор? Что важнее денег, экономика или человеческая психика? И главное, почему даже умные, образованные люди снова и снова попадают в капканы финансовых мошенников? Итак, знакомьтесь, это герой сегодняшнего рассказа, знаменитый на весь мир мошенник Чарльз Понци. Его смело можно назвать праотцом всех мавроди мира. Его имя стало международным синонимом финансового мошенничества строителей финансовых пирамид, аферистов и махинаторов. Миллионы итальянцев отправлялись искать лучшие доли за океан. Семья Понци в очередной раз прилагает немыслимые усилия по сбору денег и отправляет его в 1903 году в Новый Свет, в США, путешествуя через океан на борту парохода «Ванкувер», где он с успехом проиграл единственные свои деньги в карты и высадился уже на берег с несчастными $5 в кармане. А далее был переезд в Канаду. Понци быстро учит язык, и вот ему первый раз улыбнулась удача. И вот его принимают на службу в банк Банко Заросси в Монреале. Это был город с большой итальянской диаспорой, где он незамедлительно начинает карьеру банковского клерка. Одно мешало ему в его стремлениях. Его почти отовсюду увольняли за мелкое мошенничество и кражи из касс. И представляете, в банке он устроился не просто клерком, а кассиром. Можно сказать, человек оказался на своем месте. На этом фоне Понци решается на подделку банковского чека. Он выписывает чек сам на себя на сумму $423, предварительно обокрав кассу банка, чтобы закрыть недостачу. Его поймали почти сразу. Приговор около 2 лет тюрьмы в Канаде. И именно здесь его неугомонная натура берет вверх. С этого момента начинается та самая легенда. История его финансовой пирамиды в Бостоне. На дворе 1919 год. Почти случайно Понци узнает об одной финансовой возможности. В то время некоторые компании расплачивались за услуги не деньгами, а международными почтовыми купонами. И вот наш герой читает инструкцию на осуществление таких операций. Его осеняет идея. Можно заработать на разнице курса валют при покупке купона в одной стране и обмену их на марки и продаже марок в другой стране. Если купить такой купон в Европе и переслать в Штаты, то его можно обменять по гораздо более высокому курсу. Но и здесь, как в каждом деле, возникает существенный нюанс. А именно то, что доход от такой операции был не очень высок. Но он реально был. И для получения существенных прибылей требовалась крупная сумма в обороте. Нужна большая начальная инвестиция. Недолго думая, Понци открывает фирму на занятую у знакомого мебельного торговца $200. Предприятие было зарегистрировано в Бостоне и названо «Компания по обмену ценных бумаг». И здесь ему пригодились навыки кассира из банка, который рассчитывался с новыми клиентами за счет средств, внесенных старыми. Компания выдавала долговые расписки, в которых обязывалась выплатить на каждые полученные $1000 $1100 через 30 дней. Возникает законный вопрос, как ему поверили первые вкладчики? Как сможет вернуть деньги, да еще с такой прибылью? Почему огромные проценты не выглядели тогда для них безумием? И нужно отдать должное находчивости Понци. Он начал действовать достаточно грамотно. Он создал имидж преуспевающего человека, купил новую одежду и начал сорить деньгами. При этом всем рассказывал про красивую историю своего богатства. Он придумал историю про Европу, рассказывал о своих неимоверных связях с банкирами и финансовыми компаниями Европы. Под большим секретом говорил, что это послевоенная инфляция в Европе, резкие валютные перекосы, разрушенные финансовые системы, хаос курсов и цен. И убеждал,
что на международных почтовых операциях можно заработать аномально много. Это не казалось тогда фантастикой. Это время было миром возможностей и лазеек, а не стабильных рынков. И главный фокус – Понце не говорил «я гений финансов», и в этом был его ключ. Он не позиционировал себя как инвестор, банкир, экономист. Он говорил другое – «я знаю технический механизм, который большинство просто не заметило». В первый месяц в его компанию вложили $1800 США, почти по $100 каждый вкладчик. И как положено, все получили свои дивиденды в точный и положенный срок. И началась реклама, которую называют сарафанным радио. Каждый из новых счастливчиков не держал это в секрете. Информация расползлась по городу со скоростью курьерского поезда. Это был запуск машины в виде пирамиды вкладчиков. Январь 1920 год. Компания-вывеска, первые выплаты начались. Шаг первый. Легитимизация. В январе 2020 он запускает компанию. Компания по операциям с ценными бумагами, как оболочку под инвест-историю. Шаг 2. Первые инвесторы. Он собирает небольшие деньги с первых людей и платит им быстро. Эти первые выплаты становятся доказательством. В источниках фиксируется рост и увеличение количества вкладчиков в сотни раз. Но здесь на его пути возникает небольшая проблема. Идея есть, но масштаб не складывается. Схема не масштабируется физически. Чтобы реально заработать на купонах, нужно массово покупать купоны в Европе, перевозить, обменивать на марки в США, продавать марки за наличные, и все это в огромном объеме. Сначала Понце правда думал, что зарабатывает. А потом понял простую вещь. Денег, которые приносит его идея, не хватает, чтобы платить всем. И тогда он сделал единственное, что оставалось. Стал отдавать старым инвесторам деньги тех, кто пришел позже. Это и есть момент, где бизнес превращается в классическую Понце-схему. Да, далее он идет по лезвию. Почта, государство и первые проверки. К июню 2020 года в схему вложили около $2,5 миллионов. Миллионы тогда – это не миллионы сейчас. Это не крупная афера, это огромное богатство в США того времени. Это уровень, недоступный обычному человеку. Уже в июле суммы росли просто лавинообразно. Первые выплаты. Ни реклама, ни обещания, ни слова, а деньги, настоящие в руки. Они работают как цемент доверия. Один получил, рассказал другому, второй получил, подтвердил. Появляются слухи, потом очереди. И в этот момент у человека в голове возникает самая опасная мысль. Значит, это правда. А дальше фантастическая механика роста. Он нанимает агентов и платит им щедрые комиссии за приток новых вкладчиков. Деньги начинают идти лавиной. Вкладчики видят выплаты соседям и несут еще. Таким образом, он умудрился проработать целых 8 месяцев. Схема работала с декабря 2019 года по август 1920 года. Апогеем чего стала покупка дорогого особняка в престижном квартале Бостона. И вот, наконец, его заметили. Почтовые власти начинают ему мешать. Понце пытается выстроить свои отношения. Даже подает запросы почтовым чиновникам, включая идею обменивать купоны на кэш. И получает отказ. Его предупреждают, что спекулятивное использование купонов незаконно. В апреле 1920 года почтовые власти давят на страны, включая Италию, Францию, Румынию, чтобы приостановить продажи купонов. А затем вводятся ограничения на объем, который можно погашать. И что делает Чарльз Понце дальше? Он не останавливается, а переходит в режим политики и образа. Он начинает убеждать людей, что банкиры просто не хотят делиться, и что он дает справедливую доходность простому человеку. В разборе ФРС приводится пример таких его публичных тезисов с отсылкой к публикациям того времени. Начались первые расследования. Ирония была в том, что проверяющие сами становились его вкладчиками. Государственный надзор по малым займам, где упоминается некий чиновник Фрэнк Поуп, который инициирует проверку. Детективы настолько впечатляются возможностями по заработку, что сами инвестируют деньги, да еще убеждают других делать то же самое. Представляете картину? Проверка превращается в рекламу. А дальше поворот номер 1. Начинаются классические проблемы
любой пирамиды. Газета «Бостон Пост» первой начинает атаку. Это была серия материалов с неприятными вопросами к Понце. И логичный поворот номер 2. Подключаются финансовые журналисты. Некий Кларенс Барон. Он делает то, что делает любой холодный аналитик. Считает масштаб купонов. И выливает ледяной душ финансовых расчетов на публику. Вывод. Для обеспечения обещанных выплат понадобились бы астрономические объемы купонов, несоизмеримые реальности обращений. Пирамида рухнула летом 1920 года впоследствии иска одного из вкладчиков по имени Дэниелс, который потребовал свои 50% от внесенных денег. По законодательству того времени такой иск разрешал заморозить средства Понце, которые находились на счетах в банке. 26 июля Понце объявил о временной приостановке приема вкладов в связи с проверками налоговой службы. Это было ошибкой. Вкладчики побежали толпой забирать деньги. 12 августа 2020 года Понце был задержан в связи с результатами проверки, выявившей задолженность в размере $7 миллионов, а средств на счетах оказалось всего 4 миллиона. 25 октября 1920 года компания была признана банкротом. А 30 октября Чарльз Понце был осужден на 5 лет. Отсидев свой третий срок, Понце продолжил заниматься финансовыми махинациями, и в 1934 году его депортируют на родину. Там он стал переводчиком с английского. Позже, по протекции Муссолини, переехал в Рио-де-Жанейро работать представителем итальянских авиакомпаний. Умер Чарльз Понце в благотворительном отделении больницы в Рио-де-Жанейро от кровоизлияния в мозг, оставив после себя $75, на которые и был похоронен. Вот это и есть классика жанра. Посмотрите, пожалуйста, мой предыдущий ролик про взлет и падение пирамиды и закат звезды Мавроди. Почему все так похоже, даже через 100 лет? Но у Мавроди все было намного интереснее. Это был персонаж, конечно, в 100 раз покруче Понце. У Мавроди формула Понце вышла на совершенно другой уровень, в 1000 раз более масштабный и более опасный. Главная деталь формулы Понце, конечно, это жадность. Жадность есть всегда, и она многое объясняет. Но есть еще одно важное условие – видимость работающего механизма, психология. Деньги приходят, деньги уходят, проценты платятся, очередь растет, система выглядит живой. И пока она выглядит живой, в нее верят. Людям не нужен бизнес, им не нужна логика, им нужно ощущение, что все уже работает. Понце дал им именно это. Он не обещал будущее, он показал настоящее. И этого оказалось достаточно. После Понце формула больше не нуждалась в изобретателях. Она уже существовала. Ее нужно было не придумывать, ее нужно было расширять. Убрать у нее лицо, убрать у нее мелочность, убрать у нее ощущение аферы. Следующий шаг был очевиден. Если люди верят человеку, они поверят системе. Если они верят системе, они поверят государству. Так формула Понце впервые выходит за рамки частного мошенника и входит в экономику целых стран. И здесь появляется следующий уровень. Это финансовая пирамида Айвара Крюгера, спичечного короля, который родился 2 марта 1880 года в Кальмаре, Швеция. Он вообще не похож на Понце и на мошенника. Инженерный склад ума, холодная дисциплина, манера человека-системы. Никаких криков с трибуны, никаких уличных афер. Именно поэтому ему доверили. Ему верили так, как верят бухгалтерии, печати и кабинету министров. Хотя, о чем это я? Верили раньше. Сейчас мы другие, а нас уже печатью и бумажкой не взять. Кажется, мы уже не такие доверчивые. И именно здесь формула делает следующий шаг. Продолжим. Его взлет – это 1920-е. Европа, как мы уже помним, после войны в долгах. Государствам срочно нужны деньги, и Крюгер продает им не доход, а порядок. Не проценты, а стабильность. Не прибыль, а безопасность. И вот здесь, друзья, поворот. Это уже не толпа у офиса. Это банковские залы и правительственные столы. По данным шведского Центробанка, в 1931-1932 годах Крюгер занял у шведских коммерческих банков около 800 миллионов крон. Это тогда оценивалось в районе 10% ВВП Швеции.
Это не мошенник обманул людей. Это один человек держит за горло всю финансовую систему страны. Как интересно раскручивается логика и масштаб пирамид. У Понци были жалкие 7 миллионов долларов, а здесь уже 800 миллионов крон. Уверен, вы не ожидали такого поворота. Мы привыкли думать, пирамида – это когда кто-то собирает деньги с граждан. Но Крюгер втянул в пирамиду банки, фонды и правительство и держал ее больше 10 лет вплоть до 1932 года. Его империя маскировалась под нормальную экономику, монополии, заводы, международные займы. И вот где суть пирамиды простая, как удар молотком. Его реальный бизнес не мог кормить обещания в таком масштабе дальше. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Поэтому схема работала так же, как у Понци, только в костюме и с государственным гербом. Впрочем, как всегда, новыми деньгами закрывались старые обязательства, новые облигации, чтобы платить по старым, новые займы, чтобы поддерживать видимость порядка. Пока приток был сильнее обещаний, все выглядело стабильно, а потом пришел очередной кризис 1932 год. Деньги на рынке сохнут, проверки вскрывают дыры, и вот здесь уже начинается классическая паника. Была в этой истории одна тайна. 12 марта 1932 года Крюгера находят мертвым в его парижской квартире, авеню Виктор Эммануэль, сейчас авеню Франклина Делано Рузвельта. Рядом пистолет. Официально самоубийство, но наставляет запечатанный конверт с письмами. И часть этих писем так и не публикуется. Это исчезающий след, последняя тень в истории идеального порядка. И дальше эффект домино. Бумаги, которые выглядели как камень, превращаются в пепел. Доверие испаряется. Начинается масштабнейший крах, который современники называли мировым ударом по состояниям. А теперь цифра, от которой становится тихо. Уже через считанные недели после его смерти крупные издания писали, что инвесторов развели примерно на 750 миллионов долларов. В долларах того времени. И это, возможно, больше. Это уровень, где рушатся не кошельки, а рынки. Вот в чем ученик не просто повторил, а превзошел своего учителя. После Крюгера можно было выдохнуть и сказать, ну ладно, это был перебор, больше так уже не будет. Но дальше это случилось вновь. И теперь очередной талантливый ученик Понци показал всем настоящий класс в своем мастерстве обмана. Дальше формула Понци перестает нуждаться даже в государстве. Она уходит в тепло, в офшоры, в налоговый рай, туда, где деньги теряют гражданство и контроль. И именно здесь появляется Бернард Корнфелд, человек, который довел пирамиду до нового, по-настоящему тяжелого уровня. Это уже 1960-е годы. Европа. Экономика экономического роста, перелетов, экспатов, людей, которые работают за границей и считают себя умней системы. Корнфелд не был нищим авантюристом и не был крикуном. Он был продавцом мечты, бывшим брокером, харизматичным проповедником финансовой свободы, который говорил простую и смертельно опасную фразу: «Вы слишком умны, чтобы платить налоги». Мне нужно где-то срочно записать эту фразу. Ваши деньги должны работать за границей, вне досягаемости государств. Он создает компанию Investors Overseas, сокращенно IOS, со штаб-квартирой в Люксембурге, классическом офшоре, где регуляторы смотрят в другую сторону, и начинает продавать инвестиционные фонды не толпе, а глобальному среднему классу, инженерам, врачам, пилотам, менеджерам, экспатам, людям с деньгами и уверенностью, что их не проведешь. Масштаб сразу другой. Более 200 тысяч инвесторов по всему миру, и к концу 60-х под управлением IOS находится свыше 2,5 миллиардов долларов. По тем временам это астрономические деньги. Кратно больше Понци и сопоставимые с бюджетами небольших государств. Как это работало на самом деле, без прикрас. Корнфелд продавал инвестиционные фонды, рисовал доходность на бумаге, говорил о диверсификации и росте. Но реальный бизнес не зарабатывал достаточно, чтобы платить всем сразу. Комиссии агентам доходили до 40-50%. То есть почти половина денег инвесторов исчезала в момент входа, а выплаты старым инвесторам
шли из денег новых вкладчиков. Классическая пирамида, только спрятанная за красивыми словами, иностранными счетами и ощущением элитарности. Пока приток новых денег рос, все выглядело как порядок, отчеты сходились. Инвесторы получали выплаты и убеждали друг друга, что схема работает. Когда в конце 60-х поток замедлился, система сложилась мгновенно. 1969. Крах. Investors over Services. Теперь уже миллиарды долларов потерь. Тысячи судебных исков, разрушенные пенсионные планы, семьи, которые узнали, что деньги, заработанные за десятилетия, исчезли без следа. В прессе того времени упоминаются десятки самоубийств, связанных с этим крахом. Люди выбрасывались из окон. Это уже не история про жадность. Это история про доверие, сломанное на глобальном уровне. Корнфилд бежит, скрывается. В 1973 году его арестовывают в Испании. Компания EOS официально признается рухнувшим финансовой пирамидой. Инвесторы теряют миллиарды, и вот здесь важно зафиксировать главное. Понце брал деньги у людей и украл миллионы, Крюгер брал деньги у государства и обрушил рынки, а Корнфилд взял деньги у всего мира и показал самую страшную вещь. Если деньги уходят в офшор, а они могут исчезнуть навсегда, без суда, без компенсации и без шанса вернуть хоть что-то. Это и есть следующий уровень развития формулы Понце. И дальше она станет еще быстрее, еще массовее и еще разрушительнее. Формула Понце – это не трюк одного человека, а живая система, которая учится, адаптируется и с каждым десятилетием становится опасней. Каждый следующий мошенник внимательно смотрит на предыдущих и методично убирает из них слабые места. И вот перед вами логический финал этой эволюции. Новая система, которая выглядит настолько неправдоподобно, что в нее перестают заглядывать вообще. Здесь больше не нужно убеждать толпу, не нужна реклама, не нужны очереди у офиса и восторженные крики. Здесь работает другое оружие – исключительность. Не заходите все, а вам, возможно, не разрешат. Это не массовость, а закрытый клуб. И сейчас на сцене нашей эскалации убытков появляется несомненный и пока непревзойденный лидер. Бернард Медофф, человек, который довел формулу Понце до абсолютного апгрейда. Это Соединенные Штаты. 90-е и нулевые годы. Центр мировой финансовой системы. Медофф не выглядел мошенником вообще. Он выглядел как сама система. Бывший председатель биржи NASDAQ. Человек, которого знали по имени в каждом крупном банке Уолл-стрит. Финансист с безупречной репутацией, доступ к которому считался привилегией. К нему несли деньги не частные вкладчики, а крупнейшие банки и инвестиционные фонды, университеты с вековой историей, благотворительные фонды, пенсионные организации, семейные офисы миллиардеров. У него не было рекламы, не было публичных презентаций, не было обещаний фантастической доходности. Он продавал другое – спокойствие. Его доходность была ровной, стабильной, почти скучной, около 10-12% годовых, без скачков, без кризисов и без сюрпризов. И именно поэтому она выглядела честной. Люди думали, если здесь нет жадности, значит здесь нет и риска. И в этом был гениальный ход. Масштаб его империи поражает даже сегодня. По данным расследований, общий объем фиктивных счетов и обязательств составил около 65 миллиардов долларов. Это крупнейшая финансовая пирамида в истории человечества. Тысячи частных инвесторов потеряли все. Но куда страшнее другое. Сотни институциональных инвесторов лишились миллиардов. Банки, фонды, университеты теряли целые эндаументы. Это переводится как постоянный целевой капитал. Простым языком, это большая сумма денег, которую не тратят, а вкладывают и живут на доход с нее. Благотворительные организации, средства, рассчитанные на десятилетия работы, пенсионные структуры, деньги от которых зависело будущее тысяч людей. Это были не просто потери. Это был обрыв будущего. Как это работало по сути, без иллюзий и красивых слов. Медофф десятилетиями показывал фиктивную прибыль. Торговля существовала только на бумаге,
а выплаты старым клиентам шли за счет денег новых. Но приток обеспечивали не очереди офиса и не реклама, а доверие элиты к элите. Никто не проверял, потому что проверять было неприлично, не принято, глупо. Как можно сомневаться в человеке, которого знают все и который сам когда-то управлял рынком? Когда в 2008 году мировой финансовый кризис остановил приток новых денег, система рухнула за считанные дни. Не месяцы, дни. И вот здесь возникает самый неприятный вопрос всего фильма. Почему люди снова поверили, зная историю Понци, Крюгера, Корнфелда? Ответ прост, и от этого еще страшнее. Они поверили именно потому, что знали. Потому что каждая новая пирамида выглядела умнее предыдущей, тише, респектабельнее и безопаснее. Если собрать все это вместе и посмотреть сверху, становится очевидно. Медов – это не просто один из мошенников. Это вершина классической пирамиды, глыба. Предел того, сколько денег один человек способен аккумулировать и уничтожить в рамках одной системы. И важно зафиксировать. По объему реальных потерь Медов до сих пор не превзойден. И вот итог. Он оказался в тюрьме не только как преступник, а как символ падения. Бернард Медов, человек, через руки которого проходили сотни миллиардов долларов, оказался в тюремной камере. Его камера была простой. Узкая кровать, тумбочка, свет, который не гаснет полностью никогда. Просыпался он рано, не по привычке трейдера, а по тюремному расписанию. Завтрак был одинаковый. Каша, хлеб, иногда яйцо. Он ел медленно, будто время все еще принадлежит ему. Он работал, не руководил, не решал, не распределял, просто выполнял задания, которые дают пожилым заключенным. Рутинные, незаметные, лишенные смысла. За это на его тюремный счет капали доллары, не проценты, а крошки. Этими деньгами он покупал кофе, печенье, иногда зубную пасту подороже. В тюрьме его знали. Одни презирали, другие боялись, третьи странным образом уважали. Были и те, кто подходили к нему с вопросами о деньгах, как будто он все еще знал тайный ход. Он чаще молчал. В этом молчании не было смирения, только усталость. Однажды его избили. Без сцены, без крика, как здесь и происходит. После этого он стал тише, сутулее. Семья осталась по другую сторону решетки. И именно там произошел его настоящий крах. Его жена долгие годы жила в мире, который он построил. И после приговора оказалась изолирована так же, как он, только без стен. Сыновья, те, кто верил ему, безоговорочно не выдержали удара. Один за другим они ушли из жизни. Это был удар, который не измеряется сроками и статьями. В письмах он писал о боли, но избегал главного слова – вина. Семья распалась не из-за тюрьмы, а из-за правды, которую нельзя было больше не знать. Он пытался объяснять себе, редким адресатам, миру, говорил о давлении, обстоятельствах, системе, но годы шли, болезни подтачивали тело, и слова теряли вес. Он просил о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ему отказали. Система, которую он обманывал десятилетиями, не сделала для него исключения. Он умер в тюрьме, тихо, без свидетелей. Его тело вынесли так же, как выносят всех, по коридору, который не запоминает имен. И если его схема закончилась крахом рынков и судебными приговорами, то его жизнь закончилась иначе. Потерей семьи, одиночеством и медленным схлопыванием иллюзий. Без денег, без власти и без тех, ради кого он, как он любил говорить, все это начинал. Дальше я расскажу не о менее талантливых людях. И, конечно, это не значит, что после Медов пирамиды стали мелочью. Наоборот, теперь они стали массовыми, быстрыми и разнообразными. Формула Понци продолжает совершенствоваться. Кстати, напишите, есть ли у вас знакомые, которые участвовали в пирамидах? Расскажите о них в комментариях, чем все для них закончилось. Ален Стэнфорд в 2000-е годы построил пирамиду уже не на доходности, а на статусе. Карибы, США, около 7 миллиардов долларов потерь, бан с лицензией, рыцарские титулы, спорт, политика, покровительство элит, образ человека, который не может быть мошенником по определению. Люди несли деньги не потому, что он обещал чудо, а потому что он выглядел как успех, воплощенный во плоти. В итоге крах и пожизненное заключение.
Уничтоженные сбережения тысяч инвесторов. Руджа Игнатова пошла еще дальше и показала, что теперь не нужен даже финансовый фасад 2014-2017 годы. Мир от 4 до 15 миллиардов долларов. Миллионы людей, криптолегенда без реального продукта. Без блокчейна, без технологий, только вера в слово, инвестиция. И исчезновение создателя в нужный момент. Здесь уже не было офисов, не было банков, не было проверочных отчетов, только презентации, сцена, харизма, обещания, что вы участвуете в будущем. И это не единичный случай. Были десятки других схем, меньше Медофа по абсолютным цифрам, но несоизмеримо больше Понца, Крюгера и Корфилда своего времени. География расширялась, сроки сокращались, масштабы нарастали быстрее, чем люди успевали осмыслить происходящее. Кто-то терял все и оставался с чувством, что его обманули не деньги, а собственная вера в работающий механизм. И вот здесь важно остановиться и сделать шаг назад. Сегодня мы живем в мире, где из нуля за считанные годы могут быть разогнаны триллионы долларов капитализации, где криптовалюты, токены, экосистемы и комьюнити растут быстрее любых регуляторов и проверок. Мы не можем честно и доказательно сказать, что все это пирамиды. Но мы также не можем сказать, что все это безопасная и однозначная история. Слишком много признаков знакомы нам по прошлым схемам. Вера в механизм, который просто работает. Отказ задавать неудобные вопросы. Аргумент: на этот раз все иначе. История финансовых пирамид учит только одному. Формула Понца эволюционирует быстрее людей. И пока человек верит в работающий механизм, схема будет жить. Не обязательно под криками и лозунгами. Иногда тихо, красиво и очень убедительно.